Друзья, всем привет! В этом видео я вам расскажу о планах, которые сейчас начинают обсуждать политики. И эти планы касаются украинских беженцев после 2026 года. То есть, что будет с украинскими беженцами в Германии после 2026 года, когда прекратится временная защита. Если вам эта тема, друзья, интересна, смотрите это видео до конца, вы по-любому для себя что-то новое узнаете. Также подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новую важную информацию касаемо украинских беженцев, которые находятся в Германии, в странах Европейского Союза. А также я отслеживаю все законодательные изменения, если что-то касаемо украинских беженцев происходит, да и вообще всех беженцев. Значит, я сразу с вами об этом делюсь. В настоящее время в странах Европейского Союза временная защита для украинцев продлена крайний срок до марта 2026 года. И в Европейском Союзе, на уровне Европейского Союза начинают уже думать, да, а какой статус предоставить гражданам Украины после того, когда прекратит действие временная защита, если война продолжится. Я, друзья, снимал видео недавно, в котором я с вами поделился информацией. Это видео называется «Планы Европейского Союза по украинским беженцам после 2026 года». Вы его видите, плашку на экране. То есть вы его можете, это видео, посмотреть на моем канале. И ссылочку на это видео я оставляю в описании к этому видео. Там интересная информация, там я рассказал, что думают вообще в Евросоюзе по поводу украинских беженцев, какие, скажем так, строят планы на них. Вот вы посмотрите, там тоже что-то для себя новое да и узнаете. Напомню, что 27 марта 2025 года, вот буквально через 2 недели, на уровне Европейского Союза в Брюсселе начнутся переговоры и обсуждения о том, именно что делать с украинскими беженцами после окончания временной защиты, после марта 2026 года. То есть за год начинают уже чиновники, представители всех стран Европейского Союза, они соберутся и будут, то есть начнутся обсуждения. Напомним, что в Европейском Союзе есть, скажем так, условно 2 категории украинских беженцев. Первая категория — это те, которые ни при каких условиях после окончания войны, после окончания временной защиты не хотят, значит, возвращаться в Украину. И они об этом уже четко заявили, потому что проводились ряд исследований и немцами, и французами, и поляками. И вторая категория — это те, кто хочет вернуться. Да? Но таких, конечно же, меньшинство. И как только на уровне Европейского Союза начали вестись эти разговоры, да, о том, что делать, Германия, конечно же, тоже не осталась в стороне, потому что в Германии тоже давно уже ведутся такие размышления, такие дискуссии и диалоги среди политиков, экспертов по миграции и так далее. Да. И в Германии тоже, скажем так, они усилились, эти разговоры. Беженцы в войне в Украине. В Германии приближается крайний срок и, вероятно, дилемма. И эти обсуждения, по сути, для украинцев судьбоносны и для Украины. Потому что, еще раз повторюсь, в странах Европейского Союза только по временной защите находится примерно 5 миллионов граждан Украины. То есть это огромное количество граждан, огромное количество населения, да, украинского переехало в Европу. В настоящее время они живут, эти люди, в неопределенности, граждане Украины, потому что в начале марта истекает срок временной защиты, и как они дальше будут находиться, на каком основании они получат легальный статус или не получат этот статус проживания, они не знают. Нету информации не общеевропейской, нету информации ни в Германии, ни в других странах. Но, например, в Чехии и в Австрии эта информация есть, там более люди уже себя уверенно чувствуют, потому что там специально эти 2 страны ввели виды на жительство для граждан Украины, для тех, кто работает, да, значит, и там после временной защиты они могут сейчас уже перейти на этот статус, имея параллельный статус временной защиты, и когда прекратит действие временной защиты, люди там уже останутся. Но это касается только тех, кто работает, и это только 2 стран касается, Австрия и Чехия. Эксперт немецкого совета экспертов по миграции Ян Шнайдер высказал интересные мысли.
Значит, всем украинцам, которые бежали от войны, им в настоящий, как только они приехали на территорию Германии, им сразу разрешили работать. Причем выполнять работу как квалифицированную, так и неквалифицированную. Это очень важно. Это огромное преимущество Германия предоставила украинским беженцам. Почему? Потому что в настоящее время, например, индус, гражданин Индии, да, там индус, он не может сейчас приехать просто в Германию, да, устроиться на работу, к примеру, в Макдональдс, то есть на работу неквалифицированную, да, и получить вид на жительство. Он этого сделать не может. То есть он может сделать только если он подтвердит свою квалификацию, свое образование, если оно у него есть, и найдет немецкого работодателя и устроится к немецкому работодателю выполнять профессиональную квалифицированную работу. Такое же требование было и к украинским гражданам до того, как была введена временная защита, то есть до войны. Тоже не могли граждане Украины просто приехать в Макдональдс там, или каким-то уборщиком, уборщицей устроиться, посуду мыть куда-то и на этом основании остаться. Нет. Сейчас эта возможность есть, потому что эти ограничения сняты в связи с войной и в связи с тем, что граждане Украины получили временную защиту в Германии. Немецкие эксперты условно тоже делят граждан Украины, то есть украинских беженцев, на 3 категории. Значит, первая категория — это высококвалифицированные работники, которые уже есть такие, которые подтвердили свое образование и работают по своей специальности, выполняя высококвалифицированный труд. Есть такие, которые еще не подтвердили образование, но тоже выполняют квалифицированные работы. Это первая категория. Вторая категория — это граждане Украины, которые без квалификации, но уже трудоустроены на рынок немецкого труда и сами себя обеспечивают, от государства не зависят. И третья категория — это безработные граждане Украины, которые получают денежное пособие Бюргергельд. Вот с этой категорией все понятно. Единое мнение у всех экспертов, у всех партий: такие не нужны. Только прекратится временная защита, и они все поедут, то есть им укажут корректно на дверь. Они все поедут домой. Это понятно. Сейчас пойдет речь о высококвалифицированных и тех, кто работает в Германии, но выполняет неквалифицированную работу. Друзья, для квалифицированных работников очень все просто. То есть они уже, в принципе, сейчас заняты. Если соблюдаются все условия, они могут спокойно до марта 2026 года перейти на рабочие параграфы в Германии. Да, это 18А и 18Б. И никаких проблем не будет, когда прекратится временная защита. Они уже будут на других параграфах, другие основания пребывания. И спокойненько они себе останутся проживать в Германии. Друзья, кто еще не перешел, кто работает, кто понимает, что какие-то есть у вас, может, трудности, кто-то не знает, как это сделать, но вы хотите перейти у вас есть специализация, у вас есть квалификация, вы еще, например, свой диплом не подтвердили, но уже выполняете какую-то квалифицированную работу и не знаете, что делать вам, какие документы вам собирать. Друзья, вот моя электронная почта, пишите мне ваше имя, пишите вопрос свой, что вас интересует, и пишите номер своего телефона. Я с вами связываюсь, и я смогу вас проконсультировать. Но сразу вас предупрежду, да, что консультации платные, поэтому пишите только те, кто готовы за то, что адвокаты по миграционному немецкому праву изучат ваш вопрос, да, почитают документы и дадут вам профессиональную квалифицированную консультацию. Но эта консультация стоит денег. Бесплатно никто делать ничего не будет, потому что вы должны понимать, что это время и это не 5 минут дела. Поэтому кому надо, кто хочет проконсультироваться за деньги и получить профессиональную консультацию, вот электронная почта, пишите. И теперь немецкие эксперты раздумывают, а что будет с украинцами, которые выполняют неквалифицированную работу, но они работают. Они тоже приносят пользу, и они от государства никаким образом не зависят. Что будет с ними после того, когда окончится временная защита? Дело в том, что они в настоящее время не могут перейти на рабочие параграфы, потому что у них нет квалификации. То есть, если человек работает в Макдональдсе,
да, и моет посуду, он никак не может перейти на параграф 18а и 18б. Но он работает, и он сам себя обеспечивает. И об этом тоже думают немецкие эксперты. Когда правило Европейского Союза прекратит действие после 4 марта 2026 года, возможность для низкоквалифицированной работы может исчезнуть. А теоретически это может означать и конец пребывания в Германии. Вот что говорит эксперт. То есть, что он говорит, что если человек работает, значит, дело в том, что право на работу граждане Украины получили с временной защитой. И право на работу в Германии действует до тех пор, пока действует временная защита. Как только временная защита прекратит действие юридическое, автоматически прекращается у гражданина Украины право работать на территории Германии. То есть после марта 2026 года те граждане Украины, которые выполняли неквалифицированную работу, мыли, например, там посуду в Макдональдсе, ну как пример привожу, да, чтобы понятно было, или полы мыли, после марта они не будут иметь права работать в Германии. И их, соответственно, Макдональдс уволит на том основании, что у них нету права на работу. Поэтому и заблуждаются многие, я уже в своих видео тоже неоднократно рассказывал, что бессрочный трудовой договор, если вы выполняете неквалифицированную работу, это вообще ни о чем. То есть даже имея бессрочный трудовой договор, да, вас все равно работодатель элементарно уволит и будет прав, потому что вы потеряете после марта 2026 года право работать в Германии. Вот и все. Высококвалифицированных это не относится к ним, потому что они до этого времени перейдут на параграф 18а и 18б, который им даст право дальнейшей работы на территории Германии. Вот и все. Но это еще не главное. То есть сейчас пока с этой категорией думают, что делать. Оставить ее или, скажем так, не оставлять. Да? Я имею в виду тех, кто выполняет низкоквалифицированные работы. Но есть еще одна дилемма, да, для немецких властей. Дело в том, что федеральное правительство изначально, когда началась война в Украине, оно заявляло и продолжает заявлять о том, что оно будет поддерживать Украину во всем и всегда, пока идет война, имеется в виду. И речь идет о восстановлении Украины. Украинская власть обращается, что нам нужны руки, то есть кто будет восстанавливать Украину после окончания войны. И обращаются к европейским политикам. И Германия поддерживает эту инициативу. И это неоднократно высказывал и Шольц, и другие депутаты его партии и так далее. И если Германия предоставит всем гражданам Украины, которые сейчас имеют временную защиту, да, предоставит право проживать и пребывать после окончания временной защиты, после марта 2026 года, то таким образом Германия плюнет в лицо Украине, да, ну подставит условно, скажем так, Украину, потому что Украина просит, нам надо восстанавливать страну, нам нужны работники, давайте мы своих привлечем, да, граждан Украины, которые там у вас, скажем так, от войны скрываются, да, а тут Германия скажет нет, мы их всех у себя оставляем, пусть они выполняют работу. И это тоже дилемма, понимаете? То есть сейчас немецкие власти думают, как поступить. Если немецкие власти предоставят временную, скажем так, другие какие-то основания для того, чтобы граждане Украины остались после марта 2026 года, я уверен, что останутся все. Большинство, там процентов 95 останется, потому что никто не хочет в Украину возвращаться, да, поедет какой-то маленький процент. Вот. Почему? Потому что об этом даже свидетельствуют опросы, которые проводили немецкие исследователи на территории Германии, были опрошены украинцы, украинские беженцы, и я уже говорил об этом, и они по опросам видно, что 69% украинцев, которые находятся сейчас в Германии, заявили четко, что они не хотят возвращаться в Украину. То есть это все видно, да. И я о чем и говорю, что сейчас огромная дилемма. Глава рабочей группы по Украине при Федеральном министерстве внутренних дел Ханс Ульрих Бенра четко обозначил позицию. Те, у кого есть работа, должны иметь возможность остаться в Германии.
каждый, кто хочет вернуться домой в Украину, должен получить необходимые средства. То есть тут он говорит не только о высококвалифицированных, он тут говорит о вообще тех гражданах Украины, которые имеют работу. Итак, давайте подведем теперь итог сказанному. Первое, значит, касается украинских беженцев. Те, кто перейдет или перешел на параграфы 18а и 18б, те в любом случае после марта 2026 года остаются. Это высококвалифицированные сотрудники, которые необходимы ФРГ. С ними вопросов нет. Те, кто получает бюргергельд в настоящее время, и те, кто не сможет перейти на другие параграфы и на момент прекращения временной защиты будет получать бюргергельд, ну, с теми все понятно, да, такие не нужны, они все поедут домой. Тут вообще без вариантов, я уже говорил, тут все политики, там и оппозиционные, и неоппозиционные, они все склоняются к одной мысли, такие не нужны. То есть не надо нам граждане чужой страны, которые получают бюргергельд, которые сосут немецкий бюджет. Все, они едут домой, однозначно. Вот. И третья категория — это те, кто выполняет неквалифицированную работу. Вот с ними как раз таки и вопрос еще не решен. Сейчас немецкие власти думают, как поступить, что делать, дать какие-то им льготы, да, чтобы они могли дальше выполнять ту работу, а эта работа неквалифицированная. Или, скажем так, ничего им не давать, и тогда, когда прекратится временная защита, если они, соответственно, не перейдут тоже на другие параграфы, а их там практически, ну, никто из них не перейдет, да, потому что нету оснований, они тоже все поедут домой. Вот как раз таки сейчас стоит и дилемма. И вот в этом году эти все вопросы будут решаться. Поэтому надо все отслеживать, смотреть, что будет. Так что, друзья, не ждите, думайте, собирайте документы и потихонечку узнавайте, как перейти на другие параграфы, чтобы вы могли остаться в Германии после марта 2026 года. Ну а у кого есть вопросы, пишите мне на электронную почту, вы ее знаете. Ну и, пожалуйста, прокомментируйте эту информацию, которой я с вами поделился, в комментариях к этому видео.